Большинство из нас привыкли к определенному стандарту номера в отеле: скучные бежевые стены, ничем не примечательная мебель и тоскливый дизайн. Но даже в мире, где правят транснациональные сети отелей, можно отыскать отельные жемчужины, воплощающие собой не просто оригинальность, а нечто уникальное. От ледяных кроватей до подводных номеров, эти отели вдохновляют нас на поиск новых интересных мест. The Manta Resort. Танзания, остров Пемба. Это была бы обычная курортная гостиница на берегу моря, если бы не один номер плавучий домик с подводной комнатой. Underwater Room находится в 250 метров от берега. На палубе экзотичной конструкции можно загорать с коктейлем в руке днем или смотреть на звезды ночью, тоже с коктейлем, все включено. Огромные окна подводной спальни обеспечивают круговой обзор, можно наблюдать за жизнью рифовых рыб, кальмаров и осьминогов, осознавая, что поплавать с ними можно в любой момент. Этот отель – проект шведской компании Genberg Underwater Hotels, занимающийся созданием апартаментов под водой по всему миру. Ицехотел. Швеция, Юкасjärvi. Этот арт-проект из снега и льда работает с 1989 года. Каждую зиму помещения отеля отстраиваются по-новому. Материалом служит замороженная вода уникальной реки Турниэльф, которую никогда не использовали в промышленных целях. Каждую весну лед тает, поэтому комнаты не бывают одинаковыми год от года, всегда разные стены, декор и мебель. Посетителям выдается термобелье, шапки и спальные мешки. После ночи на оленьих шкурах гостям приносят завтрак с горячим брусничным соком. При любой температуре снаружи в номерах не бывает холоднее 7 градусов. Crazy House Hotel. Вьетнам, Далат. Гостевой дом Ханг Нга, или, как его чаще называют, сумасшедший дом, напоминает огромное причудливое дерево. Ни одного угла, все стены округлые, лесенки закручиваются спиралью или перекинуты с одного корпуса на другой. Это смесь фантазий в стиле Гауди, Алисы в стране чудес и русских народных сказок. Ночью в комнатах спят постояльцы, а днем по дереву путешествуют экскурсанты. 727 Фуселаги Хоум. Мануэль Антонио, Коста-Рика. Не любите самолеты? Вам в них всегда неудобно? Отель 727 Фуселаги Хоум в Коста-Рике заставит вас сменить мнение. Отель расположен в корпусе старого Боинга 727 с кладбища самолетов. В нем 2 спальни, мебель ручной работы из Индонезии, кухня и столовая. Самолет стоит на небольшом пьедестале, с которого видно джунгли и море. Потягивайте коктейль, глядя на закат из окна самолета. Dog Bark Park Inn. США, Айдахо, Коттонвуд. Всем любителям собак понравится размещение в гигантских гончих по кличкам Свит, Вилли и Тоби. 10-метровую собаку породы Бигли с фанеры и гипсокартона зовут Милашка Вилли. Комнаты расположены в ее животе. Авторы проекта – семейная пара художников, резчиков по дереву. Домашние животные, конечно, разрешены. Экотель Леопрус. Россия, Кабардино-Балкария. Один из самых высокогорных отелей мира, 3912 метров, расположился на южном склоне Эльбруса. Гостевые модули напоминают капсулы космического корабля. Спальни рассчитаны на 12-18 мест, есть кают-компания. В техническом помещении комфортабельные туалеты и душ. Вся энергия поступает от солнечных батарей. Монтана Магица Лодж. Чили, Нильтуми. Волшебный горный домик сооружен в биологическом заповеднике Уилло-Уилло. Внешний отель выглядит как вулкан, поросший буйной растительностью и постоянно извергающий воду вместо лавы. Если бы не оконные проемы в несколько ярусов, то коническая конструкция выглядела бы как часть лесного пейзажа. Обезьяний подвесной мостик на уровне средней части сооружения – единственный способ попасть внутрь. Из некоторых окон открывается вид на настоящий вулкан Мачо-Чешуэнка. Комнаты оборудованы ваннами, вырубленными в цельном куске дерева. Сала Силвергрува. Сала, Швеция. Сала Силвергрува – это шахта, которая круглый год предлагает экскурсии туристам. А еще в ней есть возможность переночевать в номере шахте в 155 метров под землей, температура в котором около 2 градусов Цельсия. После тура по шахте вы заселяетесь в номер и наслаждаетесь корзиной сыра, печенья, фруктов, игристого вина и шоколада. Потом вы остаетесь в номере на ночь и спите. Если можете, а утром приходит гид и забирает вас на завтрак. Если вы беспокоитесь о панических атаках из-за клаустрофобии, не бойтесь, персонал постоянно будет на связи с вами. Atlantis The Palm Hotel. Дубай, АЭ. Atlantis – это сетевой отель, но этот отель есть за что выделять особо. В нем есть шикарный подводный номер, в котором вы можете постоянно наблюдать за жизнью океана вокруг себя сквозь стеклянные стены. Откиньтесь назад, вытяните ноги и смотрите на морских обитателей. Такой опыт уникален, и нельзя себе в нем отказывать только потому, что его предлагает сеть отелей. Museum Hotel. Турция, Каппадокия. Отель в пещерах Каппадокии – это, по сути, жилой музей.
Каждый из 30 номеров оформлен ценным, а в некоторых случаях и бесценным антиквариатом хетских, римских, сельджукских и османских времен. Атрапривес Монтагнац. Франция, Альпы Верхнего Прованса. Провести ночь в сосновом бору, лежа на траве и наблюдая звездное небо, счастье, доступное каждому. Вот только сырость и насекомые обязательные атрибуты такой ночевки. Отдых в палаточном лагере в Монтаньяке Монпеза лишен подобных недостатков. Здесь гости наслаждаются жизнью в пузырях из прозрачного эластичного материала, который днем не пропускает ультрафиолет, а ночью защищает от насекомых и сырости. Травяной пол и телескоп – приятные дополнения к комфорту. Форма пузырей поддерживается за счет свежего воздуха, нагнетаемого небольшим бесшумным устройством. Внутрь комнат ведут цилиндрические коридоры. По окончании сезона пузыри сдувают. Free Spirits Pхерес. Канада, остров Ванкувер. Те, кому посчастливилось провести пару ночей в этом отеле, называют его как минимум колыбелью для птиц. Гостевых номеров всего 3. Это деревянные сферы, подвешенные на деревьях. Каждая сфера оборудована холодильником и встроенными колонками, чтобы можно было запастись закусками и висеть меж деревьев под музыку. Удобство в виде компостных и традиционных туалетов, а также душа и сауны на улице. Гости в восторге. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.